Всем привет! Вот таких красавцев я сегодня испекла на дрожжевой опаре Пулиш. Это опара долгого выбраживания. И для этой опары нужно всего лишь полграмма свежих дрожжей. С вечера в миску выкладываем полграмма свежих дрожжей. Конечно же, тут нужны весы. Мои весы начинают взвешивать от 1 грамма. Я взвешиваю 1 грамм свежих дрожжей и затем делю его пополам. Добавляем 150 мл воды, размешиваем, чтобы дрожжи немножко разошлись в воде. Добавляем 150 грамм пшеничной муки. У меня пшеничная мука первого сорта. Все хорошо размешиваем. Должно получиться вот такое тесто. Это тесто стопроцентной влажности. Тесто накрываю и оставляю часов на 10-12. Вот такая опара получилась у меня через 10 часов. Опара очень пористая, вся в пузырьках. Это жидкая опара Пулиш. Очень похожа на опару на закваске. Отличается только по запаху. У закваски опары сливочный аромат, а эта опара несколько отдает дрожжами. Я замешивать тесто буду в миксере, поэтому в чашу миксера наливаю воду в объеме 340 мл. Выкладываю всю опару. Посмотрите, как опара держится на поверхности воды. Не тонет, хорошо плавает. Ведет себя абсолютно как опара на закваске. Со стороны может показаться, что это закваска опара. Но тем не менее, это действительно дрожжевая опара Пулиш. Из комментариев я знаю, что многие боятся закваску, боятся ее выводить, боятся, что она не получится, и у многих она действительно не получается. Мне кажется, что таким людям нужно попробовать испечь хлеб вот на такой дрожжевой опаре Пулиш, и уверяю вас, этот хлеб абсолютно не уступает хлебу на закваске ни по аромату, ни по вкусовым качествам. Добавляем 500 грамм пшеничной муки. Как я уже говорила, у меня мука первого сорта. И также добавляем 50 грамм любой ржаной муки. Можно использовать только пшеничную муку. Я добавляю ржаную, чтобы вкус хлеба был более ярким. Добавляем 14 грамм соли. Я вымешиваю тесто в миксере на средней скорости, примерно минуты 4. Но, конечно, это тесто вполне можно вымешивать руками, просто времени на это уйдет немножко больше. И вот такое получается тесто. Это тесто примерно 70% влажности, оно мягкое, липковатое, и это нормально. Больше муки сюда добавлять не нужно, иначе хлеб получится тяжеловатым. Емкость, где будет растаиваться тесто, смазываем маслом, выкладываем тесто. Я сразу делаю админку тесту, переворачиваю тесто на другую сторону, немного выравниваю поверхность, накрываю емкость с тестом и оставляю для брожения на 2 часа. За это время тесто должно удвоиться в объеме. Я буду печь хлеб вот в таких формах. Размеры форм укажу в описании к этому видео. Формы я хорошо промазала маслом. Вы можете выпекать хлеб в тех формах, которыми вы пользуетесь. Тесто я сразу буду выкладывать в формы. Для этого руки желательно смазать растительным маслом. Делю тесто примерно на 2 равные части, делаю это руками. Собираю края теста к середине, вниз, прямо на весу. Придаю ему овальную форму и выкладываю в форму для выпечки хлеба. И все то же самое проделываю со второй половиной теста. Формы с тестом накрываю и оставляю для подъема на 1,5–2 часа. Если у вас дома очень тепло, то оставляйте на 1,5 часа. Если прохладно, то на 2 часа. В любом случае следите, чтобы тесто не перестояло, иначе при выпечке верхушка вашего хлеба упадет вниз. Перед выпечкой я немного присыпаю верхушку хлеба мукой. Это делать не обязательно, просто мне нравится внешний вид хлеба после выпечки, когда он присыпан мукой. Хлеб я выпекаю без пара при температуре 180 градусов по Цельсию примерно 40–45 минут.